Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такого бычка или коровку. Я начинала вязать бычка, но потом, впоследствии, когда он уже был готов, я поняла, что, скорее всего, это похоже на коровку. Что это будет у меня девочка, поэтому я связала ей бантик. И обвязала край розовой пряжи, как имитацию юбочки. Такая у нее улыбка. На самом деле это может быть брелочек, а может быть новогодняя игрушка. Я сделала петельку из цветной пряжи, из блестящей такой пряжи, и повешу ее на елку. Сзади вот так выглядит моя коровка. У нее здесь пятнышко из пушистой пряжи. Вот такие ножки две, которые, кстати, я не пришивала, а приклеивала. Можете посмотреть, насколько аккуратно можно приклеить, а не пришивать некоторые части, если вам, допустим, сложно пришивать что-то. Размер у нее, если вместе с рожками смотреть, то порядка 10 сантиметров получился в длину, и в ширину габаритные размеры 9 сантиметров, а по нижней части 6 сантиметров. Вот. Я вязала крючком номер 1,7. Сегодня я хочу попробовать немножко другую пряжу, вернее совсем другую пряжу. Это будет Alize Cotton Gold Tweed, цвет 02, хлопок с акрилом, в 100 граммах 330 метров. Вот. Из этой пряжи буду вязать крючком номер 2 основную часть коровки, красную Alize, красная у меня Yarnard Jeans, красная, коричневая, белая или молочная, какой цвет можете взять, и черный цвет для рожек. Эти все цвета можете использовать Yarnard Jeans. Ну, вернее, я рекомендую использовать. Для волос, для чубчика я брала Аделия Софию. Но можно обойтись без нее, чубчик можно вообще не вязать, а можно сделать вот такой чубчик. Еще мне понадобится синтепон, либо любой наполнитель для мягких игрушек, и безопасные глазки. Диаметр моих глазок 8 миллиметров. 8-7 миллиметров, 1 сантиметр. В принципе, любой можно взять. Вот. Ну что же, приступим к вязанию. Под видео я оставлю ссылку на статью, где будет размещено пошаговое описание бычка или коровки, смотря кого вы захотите связать. Вот. А кто хочет, может вязать вместе со мной. Итак, начнем вязать с самой большой части, с тела. Я набираю 36 воздушных петель крючком номер 2, 36 воздушных петель, и закрою, соединю их в кольцо. Первый и второй ряд буду вязать 36 столбиков без накида. Тридцать шесть соединяю в кольцо. Делаю одну воздушную петлю и вяжу по кругу 36 столбиков без накида, первый и второй ряд. Я связала первые два ряда по 36 столбиков без накида. В третьем ряду нужно будет сделать 2 убавки, то есть должно получиться 34 столбика без накида. Как я буду вязать? Сначала 16 столбиков без накида, потом убавка и еще раз 16 столбиков без накида и убавка. Должно получиться 34 столбика без накида. Слева сейчас я приведу схему вязания всего тела бычка, и вы посмотрите, что через каждые 2 ряда я буду добавлять по 2 столбика без накида до тех пор, пока у меня не останется 26 столбиков без накида. Сейчас я покажу, как я буду делать убавки. Значит, делаю одну воздушную петлю подъема и начинаю вязать 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбиков связала, делаю убавку, ввожу крючок в первый столбик без накида, вытягиваю петлю, ввожу в крючок во второй столбик без накида, вытягиваю петлю и провязываю все вместе. Вот такая получается незаметная убавка. Теперь опять нужно связать 16 столбиков без накида и в конце сделать еще одну убавку. У вас должно получиться 34 столбика. 4 и 5 ряд вяжу по 34 столбика без накида. Третий ряд готов. Значит, 4 и 5 ряд, 34 столбика без накида. И встретимся с вами в конце 5-го ряда, когда я свяжу 34 столбика без накида. Буду показывать, как вязать вот это пятнышко на задней части коровки. Как можно еще использовать такую коровку? Если не пришивать снизу ножки, то можно вязать и подарить ее в качестве сувенира. То есть ноги делать не обязательно, потому что если не будет ног у коровки, она может вот так просто стоять на столе. Вот так вот, если вы ее поставите, то коровка будет самостоятельно стоять. Коллегам на работе можно сделать такой подарок без ножек. Вот. Ну, либо сделать петельку и специальное приспособление для брелка и одеть ее на сумку, либо рюкзак, или повесить на елку. Я связала 5-й ряд, 34 столбика без накида. Сейчас, если вы хотите, то можно будет начать вводить какую-то пряжу любого другого цвета, вот, и начать вязать вот такое пятнышко. Оно тоже будет абсолютно любой формы, может быть. Можно связать ей пятнышки вот здесь наоборот по бокам, не обязательно сзади, а сбоку, например, под лапкой передними. Куда-то сюда, где-то здесь можно связать пятно, можно связать пятно вот здесь вот на уровне одного из глаз. Собственно, как вам захочется. В 6-м ряду нужно будет сделать опять 2 убавки, связать 15 столбиков без накида, 1 убавку, и еще раз 15 столбиков без накида, 1 убавку. Делаю воздушную петлю и начинаю вязать 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сейчас я присоединю пряжу другого цвета. Вот это будет, у меня пусть будет коричневый цвет. Это таким цветом будет у меня пятнышко на попе коровки. Я присоединила коричневую пряжу. Теперь откладываю желтую нитку, беру коричневую и вяжу 6-7 столбиков коричневой пряжей. У меня было связано уже 6 столбиков. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Опять беру желтую нитку, коричневую оставляю в сторону. Четырнадцатый, 15. С обратной стороны получилась вот такая протяжка. Но ее можно было, эту рыжую пряжу, проложить под коричневыми столбиками.
Вот. Но, если честно, сейчас это особо не важно, потому что внутри у нас будет наполнитель, это все закроется, и совершенно все равно, как будет выглядеть наша изнанка. Главное, пряжу вот здесь сильно не натягивать и сильно не расслаблять, потому что если вы сильно натянете пряжу, то у вас тело коровки вот так будет собираться некрасиво. Пряжа должна быть хорошо натянута, то есть в нормальном состоянии. И теперь делаем первую убавку. Такая убавка. Дальше вяжу опять 15 столбиков без накида и делаю вторую убавку. В этом ряду должно получиться 32 столбика без накида. И после этого связать нужно будет еще 2 ряда, 7 и 8 ряд, по 32 столбика без накида. И я буду вязать опять начало ряда вместе с вами, чтобы показывать, как вязать пятнышко у коровки. Возможно, вы и сами догадались уже и свяжете это без меня. Возможно, с моим участием. Все, ряд закончен. Вяжу в следующем ряду без прибавок убавок 32 столбика без накида. Подхватываю коричневую пряжу и начинаю вязать ей пятнышко. Один, два, три, 4, 5, 6. Пятнышко будет, может быть, абсолютно любой формы, поэтому я не говорю вам конкретно, сколько столбиков вязать. Вы просто смотрите сами. Можете чуть раньше, чуть позже его сделать, вообще в любом виде. Меняю пряжу опять на желтую и вяжу дальше до конца ряда без прибавок и убавок. Ну что, на внутренней стороне получится немножко такие некоторые переплетения. Свяжу 8 ряд, покажу, что у меня получилось. В 9 ряду нам нужно связать 14 столбиков без накида, убавка, и еще раз 14 столбиков без накида, убавка. Итого в 9 ряду должно получиться 30 столбиков без накида. Вот я связала 9 ряд. У меня совсем немножко этой коричневой пряжи осталось, поэтому будет такое маленькое пятнышко. Вот. За 10-11 ряд тоже вяжу 30 столбиков без накида, без прибавок и убавок. И как раз после 10 ряда я закончу уже вязать пятнышко, буду вязать просто одними желтыми нитками. Получается вот такая небольшая, как пирамидка, треугольничек объемный. И дальше тогда идет уменьшение до 26 столбиков без накида. Значит, вяжу сейчас я 10-11 ряд по 30 столбиков без накида и заканчиваю в 10 ряду вязать пятнышко. 10-11 ряд готов по 30 столбиков без накида. Коричневую пряжу я просто отрезала, и вот у меня получается такое пятнышко будет сзади. Когда я буду оформлять коровку, я вот так примерно сделаю ей. Это будет у меня перед, это будет спина, и здесь у меня будет хвостик на этой стороне. Дальше вяжу 12 ряд, 28 столбиков без накида. Опять сделать нужно будет 2 убавки, то есть связать 13 столбиков без накида, сделать убавку, еще раз 13 столбиков без накида и сделать еще одну убавку. После этого в 13 и 14 ряду надо будет связать по 28 столбиков без накида. Так, давайте свяжем 12 ряд. 1 воздушная петля, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, убавка 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Еще одна убавка. Итого получается 28 столбиков без накида. Это будет готов 12 ряд. В 13 и 14 ряду тоже связать нужно по 28 столбиков без накида. Я довязала 13 и 14 ряды и перехожу к вязанию 15 ряда. Последний раз нужно будет делать убавки. В 15 ряду я свяжу 12 столбиков без накида, одну убавку, и еще раз 12 столбиков без накида, одну убавку. Это будет 26 столбиков без накида. В 16 и 17 ряду тоже 26 столбиков без накида. Таким образом мы закончим вязание тела нашей коровки. Я сейчас вяжу 15, 16, 17 ряд, покажу, что у меня получилось и как будем дальше делать, как вязать рожки. Когда тело бычка готово, я складываю его пополам и сверху соединяю столбиками без накида. Просто провязываю один ряд, должно получиться 13 столбиков. Вязание закрываю, нитку отрезаю, хвостик прячу внутрь. У меня есть готовые рога, которые я вязала к предыдущему бычку. Вот я пришью сейчас эти рога. И я оставлю описание, как их вязать. Либо вы можете посмотреть, как я вязала рога в предыдущей игрушке. Ссылочку и описание рогов я сейчас прикреплю. Это будут вот такие рога. Нижняя часть, она вяжется в форме овала. Схему я сейчас прикрепляю. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит схема этого овала. И для того, чтобы она не была выпуклой от наполнителя, я нижнюю часть, с внутренней стороны, с изнаночной, приклеила к ней картон. Картон достаточно плотный, но не очень толстый. Либо можно картон просто пришить. Набираю 10 воздушных петель и одну петлю подъема для того, чтобы связать нижнюю часть коровки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна воздушная петля. Во вторую воздушную петлю от крючка я буду вязать первый столбик без накида. А дальше до конца нужно связать 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В последнюю петлю цепочки нужно связать 3 столбика без накида.
1, 2, 3. И опять 8 по прямой. Поворачиваем вязание, с обратной стороны цепочки вяжу 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в первый столбик, в первую петлю нужно связать 2 столбика без накида. 1, 2. Вязать будем без воздушных петель подъема, дальше просто по кругу. В первом ряду у нас должно получиться 22 столбика без накида. Во втором ряду начинаем вязать опять с первой петли. В первый столбик вяжу сразу прибавку 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше вяжу опять 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На следующих 3 петлях нужно связать 2 прибавки, то есть в каждый столбик предыдущего ряда связать 2 столбика без накида. 1, первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка и опять 8 столбиков без накида. Теперь нужно связать 2 прибавки. В следующие 2 столбика без накида вяжем первый раз прибавку 1 и второй раз прибавку 2. Во втором ряду должно получиться 28 столбиков без накида. В третьем ряду опять вяжем по схеме. В начале ряда прибавка 1, 2 столбика, а дальше 1, 2, 3, 4 столбика без накида, без прибавок. 1, 2, 3, 4, прибавка опять 2, 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Одна прибавка, раз, 2 столбика в одну петлю, столбик без накида, без прибавки, опять прибавка, 2 столбика в одну петлю предыдущего ряда, 1 столбик без прибавки и еще одна прибавка, раз, 2. Дальше нужно будет связать 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Сделать прибавку одну. Опять связать 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Связать прибавку. Столбик без накида. Прибавка. И еще один столбик без накида. Того должно получиться 36 столбиков без накида. Можно посчитать. В конце соединяем начало и конец ряда соединительным столбиком и отрываем нить, закрываем вязание. Нижняя часть у нас готова. Вяжу мордочку бычка. Схему сейчас прикреплю слева в углу. Для мордочки наберу 5 воздушных петель и плюс 1 воздушная петля подъема. 1, 2, 3, 4, 5. 1 петля подъема. Во вторую петлю от крючка вяжу первый столбик без накида, следующую второй, третий, четвертый,
последнюю петлю свяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Поворачиваю вязание с обратной стороны цепочки, продолжаю вязать столбики без накида. 1, 2, 3 столбика. И в последнюю петлю нужно связать 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше вяжу по кругу, по кругу по спирали без воздушных петель подъема. Следующую петлю нужно связать 2 столбика без накида. Это пойдет второй ряд у нас. 1, 2. Дальше 3 столбика без накида по прямой, без прибавок. Следующую петлю прибавка. В следующую опять прибавка. И еще одна прибавка. 3 без прибавок столбика. И 2 с прибавками. 1 прибавка. Во второй тоже вяжу прибавку. Так закончен второй ряд. В третьем ряду нужно будет вязать за заднюю полупетлю. Вот петля у меня. Есть передняя полупетля, это задняя полупетля. Нужно вязать за заднюю. Вот таким образом, для того нужно, чтобы у нас боковая часть стала загибаться. Здесь вяжу без прибавок, просто по прямой, по кругу, по спирали. И у нас образуется такой рубчик с краю. Вот. Он как раз будет у нас загибаться. Мордочка коровки или бычка, кого вы вяжете, принимает нужную нам форму. Вяжем столбики без накида. Так, до конца ряда провяжите. И ряд можно закончить. Вот смотрите, такая мордочка получилась. У этой коровки я вязала 2 ряда столбиком без накида с краю. Сейчас новый я хочу попробовать связать 1 ряд. Мне кажется, тоже будет неплохо выглядеть, если будет всего лишь 1 ряд. К тому же интересно всегда экспериментировать. Закрываю петли, последний свяжу ряд, ниточку вытащу и отрежу. Вот такая у нас будет мордочка. Вам нужно будет еще самостоятельно вышить ноздри черным цветом или каким-то темно-коричневым и ротик. Ротик в данном случае нужно будет вышить вот на этом ряду. Приступаю к вязанию рук или передних лапок. Для передних лап я возьму пряжу черного цвета. Первые 2 ряда буду вязать пряжей черного цвета. У меня нет ярна в джинс, поэтому я просто беру ирис тонкий в 2 нитки. Ручки бычка вяжутся следующим образом. Набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. И дальше вяжем 7 рядов по 6 столбиков без накида по спирали по кругу без петель подъема. Первые 2 ряда пряжи черного цвета нужно будет связать, и следующие ряды пряжи кофейного цвета я вязала у того, а у первого брелка вязала пряжи кофейного цвета, а сейчас буду вязать пряжи вот этого желтого цвета ручки. Кольцо амигуруми вяжу 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. Дотягиваю хвостик кольца. Пряжа черная, видно будет, конечно, очень плохо, поэтому я рассказываю словесно.
Еще один ряд свяжу пряжей черного цвета, 6 столбиков без накида по кругу по спирали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такая получается маленькая деталька. Я ее выворачиваю на лицевую сторону. И присоединяю пряжу желтого цвета. И дальше продолжаю вязать по кругу еще 5 рядов. Сейчас я присоединю желтую пряжу. Итого я связала 7 рядов, ручка готова. Теперь нужно соединить, сложить ее пополам и соединить столбиками без накида. 1, 2, 3 столбика я провязываю. Вот, и за эту часть как раз я потом ручку за верхнюю часть пришью к нашей игрушке. Теперь отрезаю нитку, оставляю небольшой хвостик для пришивания, если вам это удобно, если вы будете пришивать пряжей этого же цвета. Нужно связать вторую точно такую же переднюю лапу. Теперь нам осталось связать задние лапы, если они вам понадобятся. Еще раз повторю, что вы можете использовать игрушку без задних лап, она просто тогда будет стоять у вас на плоскости в качестве обычного сувенира. Сейчас нам нужно связать задние лапы. Задние лапы я опять вяжу черной пряжей. Задние лапы или ножки бычка набираю в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. Первый ряд значит 8 столбиков, и второй ряд тоже 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затягиваем кольцо амигуруми. Следующий ряд вяжу 8 столбиков без накида. По спирали без воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Второй ряд готов. Затягиваю еще посильнее хвостик от кольца и выворачиваю на лицевую сторону. Это будет первая задняя лапа. Отрезаем пряжу, вытягиваем кончик, и нужно связать еще точно такую же вторую лапу заднюю, тоже пряжей черного цвета. Потом мы их соединим с основным телом нашего бычка. Свяжу ухо крючком номер 3, делаю кольцо амигуруми и вяжу в это кольцо 6 столбиков без накида.
В следующем ряду нужно сделать 6 прибавок, то есть в каждый столбик предыдущего ряда связать по 2 столбика без накида. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка и шестая прибавка. Соединительным столбиком замыкаем в круг, и ухо готово. Вам нужно будет связать еще одну такую деталь, потому что у коровки всего 2 уха. Кончик отрезаем, вытягиваем. Когда я буду ухо пришивать, сложу его пополам, соединю первые 2 столбика, и это будет вот такое ушко. Так, ухо готово. Следующим этапом буду соединять все детали. Покажу, что у меня в итоге получается. Я пришила уже мордочку бычку. Вот, это удобно сделать, пока мы не набили мордочку наполнителем. У меня готовы, значит, рога, готовы уши, 2 уха, и передние лапы или ручки бычка. Все это готово. Следующим этапом я хочу показать, как я буду делать глаза. Пришивные глазки диаметром около 1 сантиметра. Вот, вставляю примерно, как у меня здесь, вот по бокам от мордочки. Сейчас можно примерить, подходит, куда лучше поставить глазки на данном этапе. Вот, и откорректировать правее, левее или оставить как есть. Ну, собственно, можно чуть поближе левый глаз, наверное, сделать. Вот сюда вот. Сейчас я... Вот. Мне нравится такое расположение глаз. Да, когда пришивала мордочку, я немножко добавила сюда наполнителя. Защелкиваю глаза. Теперь нужно вышить белки. Тут у меня вот вышиты белочки. Вот я возьму пряжу светлого цвета, у меня молочная. И сейчас покажу, как я вышиваю белки. Ввожу иголку сбоку 1 раз. И главное не затягивать нитку сильно. Если затянете, то она уйдет под глаз. И белок видно вообще не будет. Примерно вот таким образом. Раз. Еще можно подтянуть немножко. И также второй белок. Примерно вот так нитку закреплю с обратной стороны. Вот. Следующим этапом я буду пришивать ручки. Вот здесь по бокам, примерно чуть ниже, чем глазки. Вот на таком расстоянии. Сюда я пришью ручки. Как я пришиваю ручки? Я не знаю, возможно, вам понравится мой способ, или вы сами используете свой. Я разделяю нитку Yarn Art Jeans на 2 части, потому что целая
нитка достаточно плотная. Ну, у меня сейчас не Yarnart джинсы, а Alize, но, собственно, смысл такой же. Одну часть отрезаю и прячу внутрь ручки или внутрь тела, а вот этой тоненькой частью я пришиваю. И еще во время пришивания я здесь сбоку, так как у меня очень сильно торчали руки в разные стороны, я немножко вот здесь вот их еще пришила. То есть не только сверху, но и сбоку. Так, чтобы ручки лежали вдоль туловища, не торчали в разные стороны. Рога пришиваю на самый угол. И сразу под рогами складываю пополам ухо, пришиваю первые 2 петли вместе, вот таким образом. И сразу рядом с ухом пришью вот сюда, рядом с рогами пришью сразу ушко. Вот так будет выглядеть. Сейчас я все это сделаю и покажу дальше, что буду, как буду делать хвостик и пришивать нижнюю часть бычка или коровки после того, как я уже набью саму игрушку синтепоном. Покажу, как я пришиваю хвост. Немного будет видео, возможно, частично без звука. Соседи затеяли ремонт. Вот, протягиваю нить через одну петлю столбика без накида. Накидываю и такие 2 ниточки у меня. Накидываю нить слева, которую захватываю нить справа и протягиваю. Опять накидываю нить слева, захватываю справа и протягиваю. Так делаю 6-7 раз, пока у меня не хватит на хвостик нужного размера. Накидываю, протягиваю, накидываю, протягиваю. Обвиваю вокруг и вытаскиваю, чтобы закрепить хвостик. Вот. Так, отрежу и сделаю кисточку на конце. Нижнюю часть бычка. Овал с 2 сторон желательно закрепить ниткой по бокам, чтобы он не съезжал в процессе пришивания. Крючком, обычными столбиком без накида, буду соединять верхнюю и нижнюю часть. Один столбик верхней частью соединяю с одним столбиком нижней части. Важно не пропускать столбики и не вязать по 2 соединительных столбика в один, иначе появятся неровности. Всего нужно связать 36 столбиков без накида по кругу и соединить начало и конец ряда. Нитку отрезать и хвостик спрятать внутрь. В процессе пришивания верхней и нижней части набиваем игрушку наполнителем. Наполнителем нужно набить поплотнее, но не очень туго. Также не забудьте вырезать из картона дно, для того, чтобы нижняя часть не выпячивалась от наполнителя. Дно овальной формы нужно будет вставить перед тем, как вы зашьете отверстие внутрь игрушки. Дальше пришиваем верхнюю и нижнюю часть до конца и прячем кончики. Так выглядит бычок, пока я ему не сделала челку. Возможно, вам он понравится и без челки. Ноги бычку я буду приклеивать с помощью термопистолета, а вы можете их пришить. Сейчас буду делать челку бычку из пушистой пряжи от Delia Sofia. Нарезаю примерно 10 полосок одинаковой длины и завязываю их на макушке обычным узлом. Вот смотрите, как я это делаю. Готовую челку подрежьте примерно на одинаковую длину. Бычка я довязала. Посмотрите, приклеила ноги на суперклей.
Вот, сделала до конца челку. Получился такой бычок. Он может быть, его можно повесить на елку в качестве елочной игрушки, а можно прикрепить к нему специальное крепление, и это будет бычок-брелок. Итак, девочка и мальчик. Теперь им будет не скучно. Надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, как вам такая идея связать бычка на елку или в подарок сувенир своим друзьям, близким. Под видео я оставлю ссылку на статью, где будет приведено словесное описание бычка и схемы для вязания. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.